Всем привет, ребята, это Dofa Trading, и я хочу сегодня поговорить о проекте Osmosis или Osmo. Это проект DEX обменника. Мы сегодня обсудим и объемы, крупные покупки, продажи, посмотрим обязательно объемы. Я покажу, где я его покупал, я его уже купил. Оценим, в принципе, токеномику, капитализацию, зайдем на сайт, быстренько это все дело разберем, зайдем также на GitHub. Если говорить о секторе DEX обменников, то они не все себя чувствуют очень хорошо, если быть откровенным. И, например, если бы я снимал видео про какой-то DEX обменник, да, то точно не про Balancer, например, потому что он очень сильно упал, и я не вижу здесь абсолютно никаких перспектив по нему на данный момент. Он совсем не собирается расти. То есть он пробивает каждый ключевой уровень, и тестируя этот уровень, падает еще ниже. То есть то, что мы сейчас видим, мы ушли под еще один очередной уровень на Balancer, и посмотреть, как выглядит Уни. Да? Вот он запустился, пережил один бычий цикл, это у нас апрель 2021 год, и сформировал ключевой уровень. Например, есть же разница между Uniswap и Balancer. Значит, у нас было много объемов в данном месте, как только проект запустился. Он не пережил абсолютно ни одного бычьего рынка, данный проект Osmosis, потому что после запуска он сразу упал, показал 175% роста. То есть это проект был новый, который просто запустился, немного поторговался и сразу ушел в медвежий рынок. Мы поставили один минимум в июне, и потом переписали этот минимум еще в октябре 23. То есть здесь синхронно было с биткоином постановка минимума, потом мы еще сильнее упали. Здесь ничего сверхъестественного такого нету. И сформировали, в принципе, два таких очень интересных диапазона. Это вот диапазон 1 от 70 центов до $1,5. Такой диапазон широкий, порядка 135%. Это диапазон, где располагается вот этот вот наш high. И здесь действительно есть такой уровень в районе 70 центов, достаточно валидный. И мы поставили минимум в 2023 году. Но что очень интересно, мы видим то, что амплитуда этого движения, она составила 800%. Исходя из статистики огромной, я могу вам ее показать, большинство альткоинов, самых слабых, они на цикле своем роста показывают амплитуду за бычий именно цикл порядка 1000%. Пока у нас по осмозису все хорошо. Покупал я его в данном накоплении, данный продукт, и перед как раз таки инаугурацией Трампа. Мы видим, что этот минимум, несмотря на сильное падение на рынке, которое у нас сейчас произошло и происходит до сих пор, несмотря на падение эфириума, осмозис держится очень хорошо. Этот минимум он не написал. И мы очень-очень далеко находимся от цены листинга. Если мы перейдем на CoinMarketCap и посмотрим, то мы узнаем, что этот проект, он помечен тегами Cosmos Ecosystem, Injective Ecosystem, да, и Osmosis Ecosystem. Osmosis, он базируется в экосистеме космоса, является DEX обменником, да, свалпалкой так называемой. Есть свой блокчейн и выступают в роли DEX обменника. Для того, чтобы Osmosis, не показывая даже никакой рост, а просто пришел на цену листинга, ему нужно подняться до цены $5 и 10-12 центов. Такое движение до просто цены листинга, это от самых минимумов, будет амплитуда порядка 2000%. С текущей цены, если мы будем смотреть 5 и 12, это 1700%. Это просто возвращение на цену листинга. То есть это даже не будет вот таким вот каким-то сильным, хорошим ростом. По капе он находится очень низко. Когда можно будет вообще сказать, что Osmosis действительно начинает показывать какие-то результаты? Обычно проекты, если они действительно валидные, остаются на рынке, сначала они просто поднимаются в топ-100. Это уже служит своеобразной рекламой, потому что пока Osmosis только люди, которые интересуются, как-то изучают рынок, его могут покупать, не покупать. Пока его нет в топ-100, об этом проекте мало кто знает. Сейчас капитализация у Osmosis это 200 миллионов.
Вот. И если он вырастает на 1000%, то есть это так называемые хомяками 10 иксов, да, давайте посмотрим, кто на самом у нас низком месте в рейтинге топ-100. Вот, в топ-100 уже у нас появляется Кава, у которой капитализация 527 миллионов. Если мы будем стоить 2 миллиарда, да, и вырастем на 10 иксов, то осмозис у нас поднимется приблизительно на значение капитализации оптимизма, арбитрума, да, и это будет погоня за космосом, который находится на 50-м месте в капитализации. Нужно понимать, что это все равно меняется все и не будет изолированно только расти один инструмент на рынке, осмозис. Так просто это не происходит. То есть если рост на осмозисе начнется, то он начнется благодаря какому-то триггеру, который будет на рынке. Мы все сейчас сидим в ожидании альтсезона с вами. Вот, и все понимают, что осенью в 2025 году альтсезон закончится, цикл закончится, и будет альтсезон или не будет, в любом случае после осени уже на рынке делать нечего в конце 2025 года. Поэтому у нас остается очень мало времени. Если мы зайдем на его сайт, то мы сразу увидим вот такую вот свапалку. Мы можем за USDC также покупать, мы можем за другие токены покупать другие проекты. Здесь вы можете увидеть, когда полазите уже по сайту, много информации о том, какие торговые пары здесь есть. И вы можете использовать очень успешно этот DEX-обменник, покупая те токены, которые, по вашему мнению, могут вырасти, но их нету на других каких-то платформах. Поэтому я бы советовал изучить данный DEX-обменник. Он может составить достаточно серьезную конкуренцию. Он абсолютно никак себя еще на этом рынке не показал, потому что он не пережил ни одного полноценного нормального цикла бычьего, и когда он вырос, распределился и после этого ушел в медвежий цикл. То есть такого не было. Информация из нашего телеграм-канала, телеграм-чата. Они создают Polaris, я Polaris смотрел, он пока еще не торгуется. И поэтому я хочу запечатлеть этот момент в данном видео, потому что я посмотрел и Orachain, и Axelar. Да? Polaris я еще не нашел, он не торгуется, проект создается. И Orachain, и Axelar, они тоже выглядят очень перспективно. Торгуется он и на Binance с 5-м плечом, да, фьючерсов на Osmo, по-моему, нету. Он есть на MEX, HTX и на Gate.io. То есть на основных самых ликвидных таких площадках данный проект есть, он присутствует. И на GitHub, если мы зайдем, посмотрим на GitHub, то здесь есть обновление практически вот 3 часа назад. Обновляли одну публичную, и есть, конечно, не только публичные, есть закрытые эти репозитории, то репозитории обновляются. Здесь постоянно над проектом работают. Я сюда заходил и смотрел. Также можно посмотреть всех разработчиков. У некоторых разработчиков есть социальные сети, на которые вы можете зайти и посмотреть. То есть социальные сети открытые у этих людей. И также в Твиттере достаточно большое количество подписчиков у Осмозиса. Те проекты, с которыми Осмозис сотрудничает. Я также добавил их к себе и наблюдаю за ними. Давайте их тоже оценим. Это, значит, у нас Orachain. Вот так вот выглядит. Orachain выглядит достаточно хорошо. Накопление всех объемов, оно расположено между $8 и $1.50. Вот эти все объемы. Сейчас, несмотря на большой негатив на рынке, мы не переписываем какие-то структурные по Orachain минимумы. И мы пришли к крупному объему. Сейчас достаточно тоже неплохая точка для входа по Orachain. В принципе, я думаю, что можно покупать даже эти проекты. Не финансовый совет, не финансовая рекомендация, ни в коем случае. Но, тем не менее, я считаю, что можно покупать эти проекты в каком-то равном соотношении. Да? Допустим, там по 33% покупать Orachain на 33%, Osmo на 33% и Axelar. Вот. Таким образом выглядит график. Тоже амплитуда движения очень хорошая от минимумов 2022 года. Вот. Мы видим, что он пампится достаточно хорошо по 1000%. Вот тут максимум был амплитуда 2150%. И рост тут у нас на 1100.
Тут рост тоже на 1100 приблизительно. Вот. И вот падение, да, только минимумы вот эти, конечно, были переписаны, которые мы ставили летом. Это то, о чем я говорю. Если вы посмотрите, то осмозис, например, он не упал на 50-70%, да, ниже вот этих вот минимумов, которые сформировались летом. То есть в этом сила именно на проектов. И надо смотреть те проекты, которые показывают на рынке какую-то силу. Если говорить про Axelar, тоже он запустился у нас в 2022 году. Вот, это у нас февраль 23-го, и рост у нас был в марте 24-го. Это с учетом того, что по факту альтсезона у нас еще не было. Вот это накопление, которое было перед пампом Трампа, да, тоже сильно Axelar далеко не ушел. Амплитуда на всем, за все вот это время существования проекта, она была 800%. Данные проекты, они находятся еще ниже по капе, чем наш Осмо, и по осмозису достаточно большие крупные покупки были до августа. Вот в августе, летом вот это все накопление, все его выкупали, были очень большие покупки. После даже вот этого памповского Трампа прошла череда крупная продаж, и сейчас снова этот проект Осмо откупают. Мы видим достаточно большую крупную дельту. Вот сейчас даже на днях локально мы видим очень хорошие покупки, серьезные. Вот здесь была большая дельта. Это 1 миллион 400 тысяч монет было куплено за один день, реализовано. Но также хочу вам напомнить, по осмозису у нас очень высокая волатильность. Он может за день делать достаточно крупные пампы, поэтому я не рекомендую ни в коем случае брать какие-то большие плечи. Вот, например, у нас за один день был рост на 33%. То есть капитализация у проекта слабая, и он может расти очень сильно. Если мы оценим объемы, то главной проблемой для осмозиса это уровень 70-80 центов выступает. Все объемы, вот они сконцентрированы от 70 до 23 центов. Если я ВРВП уберу и вот посмотрим на фиксированный профиль объема, то вот это вот основной диапазон всех объемов, которые по осмозису были когда-либо проторгованы. То есть это такая зона накопления основная. С вот этих значений 23 цента с половиной у нас произошел это исторический памп, и здесь заходили крупные объемы. После вот этого падения, действительно на падении не было никаких крупных объемов, здесь снова начали заходить объемы. Вот вы эти объемы можете наблюдать. Для того, чтобы осмозис вырос, да, я не даю каких-то прогнозов, я сказал, до каких цен он может вырасти. $5 – это не какая-то супер страшная цена в рамках альтсезона для осмозиса. Это абсолютно не страшная цена, учитывая, что вот запуск был по $5 и 20 с хвостиком центов, то есть даже еще выше. И мы не выходили ни разу в эту зеленую зону, да, которая в CoinMarketCap у нас отображается, цена листинга. Вот это все объемы, и диапазон этих объемов это 230, да, такой широкий диапазон. Если будет альтсезон у нас, то осмозис, он обязательно должен будет преодолевать этот диапазон, где мы накапливались, потому что распределение, оно происходит над вот этими всеми крупными объемами. Распределение альткоинов, оно всегда происходит в свободной зоне, какой-то тренд начинает формироваться, накопление, и распределяется альткоин, он всегда в свободной зоне, формируя здесь новые объемы, крупные, после чего уходит в медвежий рынок, и уже на медвежьем рынке мы видим новую зону с накоплением, после которой мы снова стремимся выйти и протестировать вот эти вот крупные объемы бычьего цикла, которые были сформированы. То есть они должны сформироваться в пустой зоне, эти объемы. Мы такое 1000 раз видели с вами. И если альткоин хороший, и он выходит там по капитализации в топ-50, топ-30, и дальше этот проект живет с нами всю оставшуюся жизнь на CoinMarketCap, то он может закрепиться в этой области и даже переписывать максимум. Это то, что было с Solana, это то, что происходит с Injective, да, и происходит с Solana. Но когда проект молодой, никто не собирается в него инвестировать. Поэтому для того, чтобы мы увидели рост,
по осмозису до тех отметок, о которых я говорю, нам нужно увидеть восстановление над всеми этими крупными объемами. То есть нам надо по очереди протестировать вот эти важные блоки. Сейчас мы видим падение, оно не штопором идет, оно не сильное. Для того, чтобы мы можем, конечно же, еще ниже погрузиться, но как понять, что действительно рост уже начался? Если вы не хотите сейчас покупать, вам нужно дождаться, когда мы выйдем в диапазон от 40 центов до 28 центов. Здесь это уже будет считаться восстановлением. И тогда ниже этого блока мы уходить не должны, ниже 28 центов. И этот диапазон уже будет, когда мы сюда войдем, означать подтверждение того, что уже формируется снова разворот. И самый ключевой момент – это рост выше 44 центов. Вот. Когда мы уже восстановимся над этим диапазоном, можно считать, что мы вышли в свободную зону. Ребята, также не забывайте, что мы выбиваем у биржи всегда интересные для вас турниры, всякие плюшки, подарки и тому подобное. Биржа Bluefin — это тоже наш партнер теперь, и здесь будут регулярно проводиться фьючерсные турниры, аирдропы также. Здесь есть токены, которых нету на других биржах, и, возможно, для вас станет плюсом то, что здесь большой лимит на ввод и вывод, даже если у вас нету KYC, вот этой вот верификации. Поэтому, ребята, предлагаю вам ознакомиться. В описании есть ссылка на данную биржу. Здесь уже никакого сопротивления не будет после того, как мы преодолеем вот этот вот последний блок, потому что это самый крупный объем. Здесь уже объемы начинают спадать. То есть все эти объемы, они стремятся к цене в 45 центов. То есть здесь объемы нарастают до 45 центов, и потом с 45 центов начинают спадать. Это точка POG, так званая, в фиксированном профиле объема. Поэтому, по моему мнению, что мы можем увидеть? Если альтсезона не было и осмозис смог дойти до $2,6, то при условии того, что мы восстановимся над всеми вот этими по очереди блоками, тут, понятно, будут коррекции на развороте, но нужно по очереди восстановиться над всеми этими блоками и зайти в эту свободную область. Да? 79,54 цента. Когда мы заходим в эту свободную область, тогда уже после этого нам открывается дорога на долгосрочный тренд вплоть до $5.